Blackview Active 10 Pro, вообще это защищенный планшет, не совсем обычный планшет, тут и ручка, и подставка, и вот такой вот кемпинг-фонарик, плюс еще и какое-то ночное видение какое-то, не ночное видение, а просто камера ночного видения, такой, черт знает что, скорее всего инфракрасное, ну, в общем-то, будем разбираться. А вообще очень интересно, знаете почему? Потому что Blackview, мать бы его за ногу, сделала в своих планшетах нечто интересное. Они поставили Dimensity 7300. Давайте я тут игру какую-то включил. Dimensity 7300, и плюс тут и режим ПК есть, и 90-герцовый экран, и плюс это 11 дюймов с 30 тысяч миллиампер батареей. То есть это такой ходячий пауэрбанк, правда весит как кирпич, но защищенный, мощный, звучок очень громкий, с нормальными такими прикольными возможностями. Короче, на канале Технозон с обзором поехали. Я его откладываю, вы еще будете на проходках видеть, на распаковке, все это прикольно, все красиво, но вы сейчас на сайте продавца, это официальный производитель, магазин официального производителя, цену, вот вы можете сейчас даже не смотреть. Знаете почему? Потому что вообще зарисуют ее ребята для вас, не будет вам цены. Я вам советую цену идти смотреть в описании под видео по ссылке, потому что цена будет на момент выпуска этого видео совсем другая, потому что я брал по предпродажной, а будет она розничная совсем другая. Продается официальный стандарт плюс Bluetooth клавиатура, либо с AirBuds'ами 6, то есть можно бандлы покупать. А вот тут вот пошло все дальше намного интереснее. Android 14. У нас есть FHD плюс IPS экранчик с разрешением 1920 на 1200, 12 плюс 24 памяти, то есть 12 физическое, 24 расширения, 256 либо 512 хранилища. Вот этот вот образец, который у меня, это 512. Задняя камера 108 мегапикселей, фронталочка 50. За фронталку просто супер. Блин, фронталка просто бомбическая. Вы сейчас можете там увидеть фотографию с фронталочки. Фасад мой, фасад вы можете увидеть. А вот задняя камера, ну, тут уж не без факапов, объясню. С фокусировкой у нас лиса бегала, фотографировала, с фокусировкой небольшие проблемы. И, честно говоря, вот даже достаточно тяжело, постоянно приходится много тапать, чтобы словить фокус. Тут уже такое дело. Но, я вам скажу, есть как есть. Ссылки на фотографии лежат в описании под видео, можете пойти посмотреть. При этом уникальность этого планшета в том, что здесь есть 5G, это немаловажный аспект, две сим-карты можно, либо вообще можно одну сим-карту расширить в эту самую память, которая и так 512 в моем случае. Есть GPS, GLONASS, Baidu и Galileo поддерживает, и есть для чего-то NFC. Вы представляете себе NFC расплачиваться таким планшетиком. А теперь дальше. Ну, тут сети поддерживаются 5G, есть, это уже такое дело. А вот теперь поехали. Стереоспикеры с Harman Audio FX. Режим персонального компьютера, Split View 2.0. Ребят, если, допустим, брать с вот этой клавиатурой, то это вообще какой-то себе получается мини-компьютер. Я вам серьезно говорю, просто отлично. 400 люмен фонарик, вот этот вот долбанутый, который, я не знаю, так освещает. Потом AI Color Focus AI Magic Eraser, короче, тут еще фишки искусственного интеллекта есть, да ладно. И Sony ночное с ночным видением камера 20-мегапиксельная, тоже вы сейчас видите, да, как он там в ночи в нашей студии показывает. Samsung Gen 1, неплохой модуль, кстати, именно фронталочка, да. А вот задняя непонятно какой модуль. Неплох процессор. 4 ядра Cortex A78 по 2,5 ГГц, 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц. Кстати, здесь Antutu 662 тысячи не пишет, мы получили больше. Я вам серьезно говорю, мы получили больше. Очень много разных вариантов. 55 ватт быстрая зарядка. Ну, насчет звука, вот я просто подтверждаю, что здесь прям звук отлично. А теперь защита. Great. IP68, IP69K и MIL именно соответствие. Тут не так, что они пишут Military Standard, хотя они MIL Spec сертификацию пишут. Да ладно. И работает от минус 20 до плюс 60. Ну, плюс 60 это уже, конечно, перебор. Corning Gorilla Glass 5. Да ладно, слушайте, вообще супер. Dock OS. И тут еще какие-то различные моменты с редактированием документов. AI Photo Editing Tool. То, что редактировать фотографии можно, это хорошо. Magic Eraser есть, это тоже хорошо.
Ну, это то, что уже Google, в принципе, они сюда пихают то, что Google, скажем так, ввел, а они тут пишут, что вот это прям их грандиозное, скажем так, достижение, да, ну, сдобуток достижения. Блюр портретов, ну, понятное, где тут блюр нужен однозначно. Фокус цветной. Слушайте, насчет камер, вот нафига в таком планшете делать упор на камеры? Объясните мне, кто в планшетах фотографирует? Ну, это вот надо вот, ну, настолько уже заморочиться, чтобы, имея вот эту штуку, которая весит овер дофига, еще и ходить с ней фотографировать. Ну, честно, такая бицуха будет, знаете, такие. У меня у Лисы, кстати, левая рука сейчас вот такой бицухой. Она пока походила, вообще круто. Так, 400 люмен кемпинг фонарик. SOS. Можно в космос сигналы SOS посылать, как они пишут. SOS режим. Ну и да, действительно, очень много различных моментов. До 1,5 метров даже под воду можно опускать. Но Лиса, знаете, как проверяла? Она его в лужу засунула, в лужу, а потом еще ножкой топала, чтобы его поливать. Ну вы тоже сейчас видите видео, как она там пытается утопить этот планшет. Действительно, он защищенный, она его роняла, она там с ним носилась. Неплохо, абсолютно. Ну, знаете, вот просто вот так вот. Она брала вот так вот его там. Она каждый раз боится. Тащи сюда, Лиса, он укатился от меня. Сейчас Лиса мне его подаст. И он, пожалуйста, продолжает работать. Сейчас я его включу. Вот. Давай. О, здесь даже игра у меня продолжается. Я на нем играл. Сразу говорю, я на нем играл. То есть и ничего ему. Тут такие резиновые углы. Вы сейчас на распаковочке посмотрите. Это просто суперово. Мне тут сейчас пишут с этого, внизу кафе у нас, и мне сейчас вот говорят, там, привет, дорогой, там все нормально, то что-то тяжелое упало, ну. А я думаю, у тебя все нормально тут? Сегодня что-то тяжелое упало. Привет, это мы планшет противоударный тестировали, он просто весит очень много, он упал на пол, он не разбился, пол чуть-чуть пощербило, ну, это такие планшеты сейчас. У меня такой первый раз очень. Я снизу только что в режиме реального времени что-то тяжелое упало, короче. Но он действительно, да, реально. Смотрите, выживает с 10-метрового дропа. С 10-метрового дропа. Да ладно. Не царапается с высоты 1,22 метра. То есть он выживет. Да ладно, слушайте. Вообще топ. Ультра Durable Corning Gorilla Glass 5 дисплей. Это действительно все очень-очень красиво. Красиво пишут, красиво говорят, но что внутри? Вот то, как он работает, это, наверное, более важная составляющая, чем зачастую заявляют. Здесь Mali G615 GPU, кстати, поиграть можно практически во все. Практически во всем. И мы играли. Если говорить о популярном Mediatek Helio G99, то мы видим, насколько у нас огромные проценты прироста. Поэтому мы спокойненько сейчас переходим уже, его распаковываем и потом тестируем. 30 тысяч мАh батарея. Кстати, с обратной зарядкой, вы посмотрите в обзоре, можно заряжать смартфоны, можно заряжать, ну, айкосы нафига они написали, вообще не понимаю, какие-то свечи, таблетки. Harman Audio FX, музыка, смарт. Насчет громкости, действительно, ну, вообще сама по себе чистое воспроизведение. Слушайте, а нафига они столько пишут? Вот Blackview зачастую с маркетингом вообще перебирают. Они описывают все. Тут прочитаешь проспект, ну, не купить невозможно. Но давайте мы будем говорить вам правду. Поэтому переходим, распаковываем и потом уже делаем тесты и делаем вывод. Ого! Какой планшет Blackview. NFC-шечка. 512 на 36, ну 12 плюс 24. Такой себе маркетинг, но сам факт того, что это есть. Сразу видим Active 10 Pro 5G, на секундочку, 1920 на 1200, 11 дюймов. Фронталочка 50 мегапикселей камера, задничек 108 плюс 20. Ну, МТК 68-78, 30 тысяч миллиампер батарея. Ни хрена себе, 30 тысяч миллиампер. Это для военных хорошо, для строителей, для путешествий, не знаю, для активного отдыха. Так и написано актив. Актив. Блин, тут подставка. Я что-то сейчас вообще Ой, какая прелесть. Я сейчас приподлись. О, стилус. Да ну, слушай, ты комплект только посмотри. У меня пока не... Ух ты. Подожди. Давай сейчас мы все достанем. Смотри, скрепка. Ну, это меньше всего я ожидал. А подожди. Кабель.
и быстрая зарядка на 55 ватт. Что? Нехило, нехило. Я так скажу тебе. Тяжелый? Очень. А вот тут так, оп, Блин, не получается? Оп. хрен откроешь. Ага, тут сразу смотри, как бросается в глаза. Смотри, фонарь. Да. Вот такой вот конкретный. Вспышка, 2 камеры. Вот эта вот штука. А чем она Вот прикручивается? это и вот этим. Я понимаю, винты где? Винты вот. Я знал, что не все просто так. Blackview серьезный бренд, скажу я тебе. И Все болты на месте. да, все болты на месте. Подставка, ты видел, какая металлическая? Это просто держатель. Ни хрена себе вообще. И тут еще, смотри, отверстие под ремень. М. Здесь сюда ремешок можно. Слушай, вот это, конечно, Мгм. Мощь. на клемму, блин, похоже. Так, прикрутили. Ну, я 2 пока прикручу, потому что я носить его с этим не буду. Да ладно, слушайте. Это просто топ. Это просто нафиг топ. Смотри. Можно под Ой, что-то класс. подвесить, сложить. Под ремень у нас 2 этих. Можно перевернуть, знаешь, как вот ремень и так работают. Короче, слушай. Давай. Здесь пленка на экране. Лена, все уже потекла. На экране пленочка. У нас есть бамперные углы. Сверху микрофон. По бокам наушники. Ой, динамик. Динамик, стереодинамики. Есть ТФ и сим-карта. Можно еще расширять. А ну давайте достанем. Сейчас посмотрим. Слушайте, прям интересно. Опа. Вот так вот раз. И ТФ-ка, и сим-карта. Вот так вот, поняли? 512 плюс еще черт знает сколько вариантов. Сейчас смотрим, что у нас тут. Наушники. Type-C-шечка. Можно 3.5. Все водонепроницаемое. Все под заглушками. Купать у нас там тоже Качелька громкости. Я думаю, что здесь еще и отпечаток пальцев есть. Ну, давайте включим. Мне интересны рамки экрана. Но это все-таки защищенные. Да, рамки здесь большие. Но здесь и защита стоит. Слушайте. Сейчас посмотрим. О, смотри, как удобно. Можно разный угол придавать. Давайте, ребят, наверное, я пойду его настрою. Я сейчас, вот честно говоря, приподвис вообще. Дабл камера сзади такая, знаешь, 180 плюс 108 плюс 20. Я его сейчас настрою. О, он какой яркий стал, да, там? Очень. Сразу такой. Я его настрою, а потом будем уже тестировать. Ну, очень... Потом поговорим. Да. А ну подожди, Blackview. Сколько здесь у нас? 20 вольт и 2,75 ампера, 3 ампера. Слушай, прикол. Прикол, не ожидал. А что у нас здесь? А, здесь тапалка. Здесь не просто это. Здесь просто тапалка, ну и переходничок под простую флешку. Вот все предусмотрели, гады, а. Короче, переходим, настраиваем, тестируем. Ну и начинаем мы именно с PUBG. Я здесь уже играю некоторое время, скажу вам так, если вы не заметили. В общем, дает он нам здесь возможность поставить высокие настройки с высокой частотой кадров. При том, что очень удобно с вот этой подставкой. С вот этой подставкой я поставил и 4 пальцами играю вообще топово. Я вам серьезно говорю. Никаких ни фризов, ничего. Посмотрите на этот экранчик. Звук просто топ. Звук обалденный. Я уже 2, кстати, пришмалял. Слушайте, ну короче, есть ситуация. В том плане, что вот так вот, да, поиграть можно. Но когда вы его берете в руки, у него вес кирпича. Извините меня, с кирпичом, ну, вы много не наиграете в руках. Руки устанут. То есть, либо будете там прокачиваться, как не знаю кто. Но такое себе действие. Слушайте, звук просто топ. При том, что он стерео. А мы уже все выстреляли, да? Вообще отлично. И никого уже нету. Но по PUBG могу сказать сразу, что играть можно, нужно. И можем уже переходить дальше.
Ну и даже вот такие вот игры, как Асфальт 9, то есть PUBG мы с вами посмотрели, давайте посмотрим сразу Асфальт 9, а потом уже пойдем с вами посмотрим по системщине что, потому что нравится мне на нем играть. С учетом его, допустим, возможностей этого Dimensity, его видеокарты, то я уже это дважды для разворота, что-то я не то, давай, поехали. А хотел его пробуцнуть, по-другому как-то сделаем, есть, второго. Слушайте, смотрите, дает нам выставить выше среднего графику, ну, вернее, оно само автоматически выставляет, и отлично все работает. Звук просто шикарный, слушайте, по звуку. Ой-ой-ой-ой-ой. Это реально громко, при этом звук чистый, прикольный, и у меня по звуку вопросов практически нет. А ну давайте, поехали сюда чуть-чуть, в объезд. Как же красиво идет, а. Кто играл в Асфальт 9, а? Красивая игруха. Графика действительно консольного уровня. С учетом того, что она есть на некоторых консолях. Красиво заехал. Но с графикой то графикой поехали посмотрим, что же есть в самом планшете. Сам по себе у нас интерфейс очень плавный. Чувствуются вот эти вот самые 90 Гц. Кстати, лампа тут мешает. Кто видел, какая у меня лампа? Не знаю, кто у меня в телеграм-канале. Если хотите, на такую лампочку закину в описание под видео ссылочку. Блин, кто в Сталкер играет. Обожаю эту игру, обожаю эту лампу. На Алиэкспрессе их полно и стоит копейки. Что у нас внутри? AIDA 64. Система у нас Blackview Active 10 Pro. MT6878 платформа, 12/512, Bluetooth 5.2, центральный процессор, если бы не реклама, мы бы уже узнали бы, но реклама нам помешала. MediaTek Dimensity 7300, 4 ядра A55 по 2 ГГц, 4 ядра Cortex A78 по 2,5, 4 нанометра, 64 бит. Dimensity 7300, за отображение отвечает Mali G615. Вот сеть у нас сейчас 4G вообще без агрегации, вы должны это понимать. Батарея 30 тысяч мА и у нас Android 14. Все это на Android 4. В 14 доступа к температуре нет, и даже тротлинг-тест мы сделать нормально не можем, потому что он не дает ему информацию не только о температуре, а о падении частот. То есть вообще ничего, у нас полностью пустой график, поэтому тротлинга теста не будет. Но мы не замечали нагрев, и у нас ничего не тормозило вообще. По мощности, если заглянуть в Antutu Benchmark по-быстренькому, давайте перевернем. Кстати, за вот эту вот подставочку вообще топ. 712 389 балла. Тест мультитач у нас дает 10 касаний. Кстати, видите, насчет Antutu они даже занизили себе показатели. И в 3D-марке мы в результатах, где тут у нас результаты, мы видим вот такие вот показатели. 877 Wildlife Extreme, Steel Nomad Lite 341 и Wildlife 3291. Можно, в принципе, играть практически во все 3А игры, да, несмотря на то, что это меньше миллиона. Если говорить, допустим, про какие-то тесты сети, то, я в центре города, я в Запорожье. У нас нет, во-первых, 5G, во-вторых, 4G здесь тоже будет такой себе. Но вот на текущий момент там 24 в пике было, давайте. Хотя полчаса назад я делал тесты 2,30 мегабит в секунду, без агрегации 32 мегабита в секунду. И на выгрузку, тут 5. Тут уже зависит от моего оператора, а не от самого планшета. Потому что планшет может намного больше. Тут уж есть как есть. К сожалению, должен об этом вам сказать. Но я всегда говорю правду и ничего не скрываю. По поводу камеры. Камера есть. Все очень круто. Все классно. За фронталку вообще огромное спасибо. Снимает он максимально видео 2К 30 Гц. Есть какой-то знаете, что базовый... Сейчас я видео включу, я вам сейчас объясню, в чем фишка. Так, включаем режим видео, идем в настройки. Давайте, качество видео Full HD, это фронталочка, не. Нам нужна не фронталочка, нам нужна задняя камера. И в настройках вот здесь вот есть цифровая стабилизация. Максимальное качество видео 2К 30 Гц, либо FHD 60 FPS. Больше ничего здесь такого нет. По качеству фото и видео я буду говорить правду. Говорю сразу. Отличная фронталка по детализации, по цветопередаче. Это у нас ночное видение. Это у нас тоже фронталочка. По фронталке вообще у меня вопросов нет. Samsung Gen 1 отличный модуль.
Теперь, вот это вот видео, это вот стабилизация. Объясню. Лена стоит на месте и снимает простой объект, и мы видим явную тряску рук. Есть как есть. Сами по себе фотографии при хорошем освещении вроде бы неплохо снимает, но вот вы видите расфокусированную фотографию, сейчас объясню к чему. Видите такую нормальную, здесь уже опять расфокус. У задней камеры есть конкретная проблема с фокусировкой. Приходится много раз тапать для того, чтобы именно сфокусироваться на необходимом объекте. Хотя, я же вам говорю, получить достаточно качественное фото можно. Это опять видео. Видите, вот она практически на месте, но дерганина присутствует. То есть стабилизация, она условная, она цифровая. И насколько она хорошо работает, тут видите, опять тоже на ровном месте. А вот теперь по поводу фокусировки. Вот она пыталась фотографировать вот эти вот ягоды. Я не знаю, как они на русском называются. Шипшина по-украински. Это не шиповник? Думаешь? Это дерево, да? Ну какая-то, или барбарис, не знаю, что это. Ну, короче, неважно. Здесь все... Да, напишите в комментариях, что это за лажа, короче, красная. Здесь все в расфокусе. При том, что, видите, все, абсолютно все в расфокусе, вся камера. Пытались вернуть фокус руками, сфокусировались на заднем здании, хотя тапали конкретно на ягоду. Здесь мы словили, это единственная фотография, которую словили, и фотография действительно шикарная. Вы посмотрите на качество, посмотрите на детализацию, это очень красиво. То есть это действительно очень красивая фотография. Опять я ее свернул зачем-то. Это, кстати, очень неудобная реализация. Чуть-чуть двинули пальцем не туда, и у вас опять ерунда. То есть вы должны возвращаться черт знает куда. Мне такой вариант не нравится, но есть как есть. Теперь дальше. Словили здесь, потом опять фотографируем. Все, фокуса нет ни на одном из элементов. Ни на одном вообще. Ни ягоды, ни забор, ни здание сзади. Здесь опять здание сзади. То есть у камеры конкретные вопросы с фокусом. Экспозиция более-менее, ну такое. Все равно я идеальным бы не назвал. Но в принципе, смотрите, какая красивая фотография. Но в принципе это очень даже неплохая камера в плане качества съемки. Я не говорю в плане качества фокуса. Опять здесь фотографируем, нет фокуса, есть фокус, нет фокуса. Блин, черт знает что. Постоянно с этими фокусами у нас была... Вот это вот я зачем-то в ночном видео. Зачем-то у меня в режиме ночного видения. И здесь есть, кстати, ночное видение. Вы сейчас тоже видите вставочку, как она фотографирует ночное видение. По поводу стриминга. Пожалуйста, стримьте. Смотрите ютубчик, смотрите киношки. Звук действительно крутой. Для кино подходит идеально. Смотрите вообще, как красиво. То есть все отлично. Декодирует 4К беспроблемно. Ну, это 720. Мы можем выбрать 4К, 60 FPS. Он беспроблемно декодирует. Сейчас переключится качество. Но опять же есть нюанс, по которым я должен сказать. Не буду скрывать ничего, абсолютно никогда ничего не скрываем. Мы вам покажем один момент. Что если, например, видео конкретно HDR, то оно будет тусклое, потому что он декодирует HDR. Вот мы видим, что он у нас выбирает HDR ролик, а экран сам по себе эффектом HDR не наделен. И мы видим тускловатые ролики, то есть эти цвета должны быть намного ярче, чем есть на самом деле. Это то, что я вас должен предупредить, хотя все отлично работает в плане воспроизведения декодирования. Можно смотреть какие-то телеканалы, можно смотреть, давайте сейчас выберем какой-то телеканальчик. Пожалуйста, воспроизводится сейчас тут наше национальное телевидение, все отлично, то есть мы можем клацать и подходит для браузинга, для каких-то разговоров по Google Meet, по Skype и тому подобное, да, там можете сюда наставить каких-то соцсетей, вообще не важно. Если говорить в качестве рабочего инструмента, то у нас есть набор инструментов, ну, чуть будет перевернуто, есть компас, стандартные фонарики, настенные уровни, транспортиры визуальные, все как бы стандартно, как у всех защищенных компьютеров. Но есть еще и вот такой вот кемпинговый фонарь, который мы включаем, и тут реально можно, я не знаю, в космос полететь. Давайте мы сейчас включим максимальную яркость, то есть... Ты ослепла, да? Все, лисица у нас ослепла, при этом выставляется у нас и таймер по работе этого фонаря. Тут тоже за набор инструментов отлично. Есть у нас режим ПК.
Это очень важный, немаловажный аспект, потому что если покупать с Bluetooth клавиатуркой, то в режиме ПК вы можете действительно поработать как на каком-то компьютере. То есть, вот, пожалуйста, есть мультиоконность, можем там поставить в WPS Office, редактировать документы, и с клавиатурой вообще просто идеально. Но опять же минус. Нет у нас нормального режима MHL, допустим, через вот этот вот Type-C порт, если подключить его к монитору через Type-C на HDMI, работать не будет. А так был бы мониторинг, было бы вообще все очень-очень даже круто. Давайте выключим режим ПК, и хочется показать, что 30 тысяч мАh батарея — это классное преимущество в плане использования как пауэрбанка, потому что можно подключить, допустим, обратную зарядку. Вот, пожалуйста, у нас, видите, мы включаем, и у нас пошел заряжаться наш смартфон. То есть вы можете заряжать какие угодно устройства, обратная зарядочка есть. Все, супер. С этим мы тоже отлично справляемся. Ну и напоследок такие тяжелые игры, как Shadowguns Legends, пожалуйста, с очень хорошей графикой, какие-нибудь там Genshin Impact, они тоже здесь будут работать. Я препятствий для этого не вижу. С учетом его мощности, я вот сейчас бегаю, тут прохожу какие-то миссии, ну, в общем-то. Кто играл в Shadowguns Legends, те знают, что это достаточно неплохая игра консольного уровня. Так, источник сигнала найден, давай, включайся. Идем, открываем. Сейчас буквально пару выстрелов. Да давай уже откачаем воду. Пару выстрелов и будем проходить, делать уже выводы, потому что планшет действительно стоящий, но я вам озвучил все его недостатки. Смотрите, вот все хорошо, все взяли. Давайте возьмем вот такую балалайку. Еще разик сейчас выстрелим, и все, и переходим уже, делаем вывод. Давайте. Сейчас мы в них запустим. Самое интересное, что они выживают после попадания вот такой вот штукенции. Вот это вот очень интересный момент. А как это вообще? Я ж попал куда-то. Давай, иди сюда. Да чтоб ты скис. Все, ребят, проходим и делаем выводы. Друзья, ну вы увидели Active 10 Pro. Честно вам скажу, с учетом даже его каких-то замечаний, все-таки наличие 14-го андроида, наличие противоударности его, у него противоударных и свойств водопогружения, даже трудно сказать, защищенности, свойств защищенности, делает его неплохим вариантом. С учетом 30 тысяч мАh, кемпинг фонарика, это не планшет для домашнего использования, это однозначно. Именно для этих целей мы его можем рекомендовать. Все его какие-то отрицательные моменты, которые мы нашли, мы вам сказали. И автофокус в камере, и ручной фокус в камере, и с экспозицией там есть кое-какие вопросы, конечно же. Но в целом мне планшет понравился, особенно за его цену. Ссылка в описании. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.